Всем доброе утро. Как вы видите, у нас там снег чуть-чуть. На дороге уже растаял снег, но сегодня еще будет ночью. Когда сутки назад, 31 марта, когда сказали, пойдет на улице снег, это как-то много кто в Германии принял за шутку, но на севере пошел снег сильный, и шутка перестала уже быть такой шуткой, когда мы проснулись 1 апреля и на автомобилях по 10-15 сантиметров снега местами было, то есть уже было не до шуток. На работу двигались как улитки. Ну, у нас просто 3 дня до этого было 20 плюс, если мне память не изменяет. Да, что-то 18-19 точно было, 20, вроде 20 местами, потому что все еще таки удивлялись. Я записал много шортов в последние дни, когда он было солнечно, тепло. Можете посмотреть, там, которые неделю назад на канале были. Много кто писал комментарии, что у вас вот так тепло. Погода здесь очень сильно переменчивая, это может все резко измениться. Это все время заметно летом, когда дожди, вот эта вся тема. Сейчас пару отрывков запишу. Чуть-чуть еще, где снег остался, просто такая дичь. Ромашки. У нас были месяц назад были подснежники без снега, и теперь у нас ромашки покрыты снегом. Местами прям даже это очень красиво выглядит. Но вот дико, конечно, дико, да. Я за 20 лет не помню такого еще здесь, что было, но всяко бывает, конечно. Последние годы у нас была именно мартовская погода такая летняя почти что, а в апреле мы тонули в дождях, так что посмотрим, как будет в этом году. Ну вот сейчас у нас 3 дня до бак, я надеюсь, будет с понедельника опять лучше, но пока еще непонятно. Прогноз погоды такая штука, иногда интересная, очень быстро меняется. Такое у нас 2 апреля. Неожиданно, но, блин, всяко бывает. Я еще неделю назад буквально таки забрал Kawasaki, сделали, поставили новую резину, все. Теперь стоит Pirelli, хотел Michelin, теперь стоит Pirelli. Думал, все, по катушке поедем, но, увы. Ну, я как бы не расстраиваюсь, сейчас все подготовка идет. Потому что есть еще очень много интересных вещей, которые как бы будут скоро в плане изменения на мото. Завтра еще есть тоже небольшой сюрприз. Завтра, я думаю, как премьера закончится, мы выдвинемся и запишется кое-что, и потом это, соответственно, увидите. Завтра будет очень такое плотное, интересное воскресенье. Я надеюсь, получится та или иная задумка, которая как бы уже давно в плане. Плюс еще через 2 недели у нас будут каникулы, вот эти пасхальные. Как да, на Пасху вот эти 2 каникулы будут, 2 недели каникул. И там мы, конечно же, я надеюсь, будет по катушке и все остальное. Плюс, думаю, может быть, ремонт будет. Хотел еще как-то записать, показать именно гараж. Но надо как бы там убраться. Там чуть-чуть не убрано еще с переездом. Такие вот дела. Да, снег. Еще раз могу сказать так. Никто не ожидал. Вот, пожалуйста,
Это такое дело, то что у меня даже на работе много коллег уже поменяли на автомобили, поставили летние колеса, то есть уже летняя резина, хотя по немецким законам у нас это работает von O bis O, то есть от октября до Остерн, это Остерн до Пасха, то есть октября до Пасхи. Ты как бы, у тебя есть такое правило негласное, чтобы ездил на автомобиле на зимней резине. Ну, с тобой, если что-то случится, как бы страховка еще работала по твою сторону, а не против. Движение какое-то прям, очень много автомобилей для субботы. Я помню, недельку назад, субботу, 2 недели назад, суббота была намного спокойнее. Люди чуть-чуть успокоили свои покатушки на авто, очень связанные с очень большими ценами на соляров, на бензин. Дороговато стало, но как бы успокоились чуть-чуть. Но вот на эти выходные буквально такие несколько центов упал бензин и началось все заново. Но это такое дело, как бы каждый должен сам решать. Но за последние вот недель 5 кроме работы сильно никуда на автомобиле в принципе не ездили. Ну и во всех в разных смыслах, да. И времени нету, и настроения нету, и бензин дорого. Ну, думаю, потеплее будет. Обязательно поедем в парк. План как бы есть. Я надеюсь, на наши как раз таки пасхальные каникулы нам удастся посетить несколько достопримечательностей, как я уже хотел. Ну, соответственно, и покажем несколько парков. Я надеюсь очень, что так это получится. Дети спрашивали, все спрашивали, но поедем. Думаю, все будет супер. Кстати, чуть не забыл. Очень интересная информация. Вчера услышал, я даже не поверил своим ушам. У нас теперь наконец-таки 2 года после всей вот этой потасовки. Завтра хотят убрать масочный режим. Завтра только. Так что... Так, пойдем. Ну и посмотрим, чем это все закончится. Короче, как бы обстановочка в наше время, ну, жесткая, да, у нас тут сразу большими кучками начинают болеть, карантин, там все дела. Но не у всех, конечно, сложно проходит этот весь период. Большинство отделывается просто легким насморком, какой-то однодневная температурка и все. Посмотрим, что это все нам даст, что это покажет. Потому что как бы вот при 30 плюс, 35 плюс вот эта вот летняя температура, в маске как бы ходить где-нибудь в парке, ну, мне бы, конечно, сильно бы не хотелось. Так что надеюсь, что все будет хорошо и спокойнее. Да, что-то сегодня ветер прям такой холодновато. Солнышко куда-то пропало. Ну, раз, поскольку сейчас снег тает, то все-таки температура относительно нулю или +1. Хотя ночью будет, будущая ночь обещает -7. Ну, посмотрим.
Вот не прошло и полчаса, и у нас снежок начал лететь. Я не знаю, видно будет на камеру. Нет, он такой пока еще мелкий. Туча такая над головой есть, но над городом такая зависла. Уху! Так что сегодня интересный такой свежий субботний денек. Для всех, кто еще работает, хорошего рабочего дня. Кто не работает, всем отличных выходных. Конечно, тем же выходных отличных, кто отработает. Это самое главное. Выходные не для того есть, чтобы отдыхать. Да. Планировали чуть-чуть сейчас еще всяких парков, думали, но все зависит теперь от этой погоды. Как я писал на днях название шорца, у природы нет плохой погоды. Вот сейчас вот прям полетели хлопья побольше. Вот я правда не знаю, видно будет это нет на камеру. Ну ладно. Так что всем отличного настроения. Сегодня вечерком обещает быть игра. И не 1 час, так что у кого вечером время будет с нами провести несколько отличных часов, посидеть на трансляции, писать в чатике комментарии, соответственно, и комментарии также где-нибудь под видео. Всегда будет приятно читать. Отвечаю на комментарии по мере возможности, так что не забываем, пишем комментарии, смотрим. Подписываться никого не прошу, как некоторые умоляют, потому что это все должно происходить от вас на добровольной основе. Всем хороших выходных. Ну, я даже скажу больше. До завтра. Увидимся завтра на премьере мототуризма, так сказать, еще года 2021. Так что, народ, до завтра. Забегайте, я буду в чате на премьере. Задавайте вопросы, пишите. Буду очень рад. До свидания. Продолжение следует, как обычно.